Всем большой привет! В этом видео я покажу, как я шила вот такую штору на люверсах. Также я вам покажу, что я сделала, когда мне не хватило ширины ткани на нужную мне высоту шторы. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Я буду шить из ткани Blackout. Сейчас я вам покажу, как я делала расчет ткани и количество люверсов. И если что-то вам будет непонятно или нужна будет моя помощь, пишите комментарии под этим видео, я всем отвечу. Длина моего карниза 300 сантиметров. На одном карнизе у меня будут висеть две шторы. 300 делим на 2, получаем 150 сантиметров ширина одной шторы. Но так как я буду делать штору на люверсах, и чтобы она была не в натяг, а с красивыми складками, поэтому ткань я беру в 2 раза больше, то есть 300 сантиметров ширина одной шторы. Расстояние от боковой стороны и до крайнего люверса у меня 6 сантиметров. Так как боковых сторон 2, значит 6 плюс 6 равно 12 сантиметров. Далее расстояние между люверсами 14 сантиметров у меня, плюс диаметр самого люверса у меня 5,5 сантиметров, равно 19,5 сантиметров. Ширину шторы делим на эти 19,5 сантиметров и плюс 0,12. 12 это наши 12 сантиметров, получены в первом расчете. Получаем 15,5 сантиметров. Округляем, значит берем 16 люверсов. Люверсов всегда нужно брать четное количество. Так как я только что сделала округление, далее делаю просчет, сколько мне нужно добавить ткани, чтобы все было ровно и красиво. Первое. Количество люверсов умножаем на диаметр люверсов. Второе. Расстояние от боковой стороны и до крайнего люверса умножаю на 2, так как боковых сторон у нас 2. Третье. Расстояние между люверсами умножаем на количество расстояния между люверсами. Далее эти три значения плюсую. Получается 310 сантиметров будет ширина моей шторы. И плюс я добавляю 10 сантиметров на боковые припуски. Получается, мне нужно выкроить ткань шириной 320 сантиметров. Длину шторы замеряем от верха карниза и до низа. Плюс 4 сантиметра на гребешок, вот здесь вот вверху, плюс 12 сантиметров на верхнюю подгибку и плюс 10-12 сантиметров на нижнюю подшивку. Так как мне не хватает ширины ткани на нужную мне длину шторы, я буду пришивать вот такие прямоугольники вверху шторы. Прямоугольников буду брать 4 штуки. Ткань я выкроила 320 сантиметров, значит 320 делим на 4, получается 80 сантиметров длина одного прямоугольника. И добавляю припуски. Прямоугольники, которые будут находиться по бокам, по 1 сантиметру добавляю, так как будут сшиваться они только с одной стороны. Прямоугольники, которые размещаются посередине, по 2 сантиметра на припуске, так как они будут сшиваться с двух сторон. По этой же схеме мы будем их соединять между собой. Ширина прямоугольников нужна 10 сантиметров. Плюс 1 сантиметр, чтобы пришить прямоугольник к шторе. И плюс 2 сантиметра на подгибку. Получается 13 сантиметров ширина прямоугольника. Вот так вот соединяем прямоугольники лицом к лицу. Скалываем булавками.
И сшиваем, отступая 1 см от края. Далее швы вот так вот раскрываем и проутюживаем. Кромку на ткани срезаю. Далее кверху шторы прикладываю сшитые прямоугольники лицом к лицу, скалываю булавками. И далее сшиваю, отступая 1 см от края. Если вам хватает ширины ткани на нужную вам длину шторы с учетом всех припусков и подгибок, то естественно пришивать дополнительно ткань вам не нужно. Вы будете делать все то же самое, что и делаю я, только исключаете вот этот момент с пришиванием дополнительной ткани. Далее беру клеевую тесьму шириной 10 см, длина ее равняется ширине шторы. В моем случае это 310 см. На шторе намечаем середину. Также намечаем середину на тесьме. Прикладываем тесьму клеевой стороной к шторе, соединяя середины. Вот так вот. От верха отступаем 2 сантиметра. Далее я накрываю хлопковой тканью и хорошо прохожусь горячим утюгом. Не спешите, утюг лучше подержать подольше, чтобы тесьма хорошо приклеилась к ткани. Далее, когда приклеили всю тесьму, верхний край вот так вот загибаем и утюжим. Потом вот так вот складываем. Боковые стороны, где нет тесьмы, можно сколоть булавочками.
И по краю прокладываем строчку. От края тесьмы отмеряю 6 сантиметров. Это расстояние от боковых сторон к крайним люверсам. Потом отмечаю 5,5 сантиметров, то есть диаметр самого люверса. Потом 14 сантиметров расстояние между люверсами. Потом снова 5,5 сантиметров и так делаю далее. От верха отмеряю 3 сантиметра. Беру люверс, размещаю его вот здесь, вот равняясь на пометке. И вот так вот внутри обвожу его. И так делаю далее. Далее буду вырезать отверстие на 5 мм больше, чем вот этот вот нарисованный круг. И далее устанавливаю люверс. Вот так вот. Все люверсы установили. Далее штору я буду вешать на карниз, чтобы замерить, насколько внизу мне нужно сделать подгибку, чтобы длина шторы меня устроила. И далее делаю внизу подгибку на нужную мне высоту шторы и скалываю булавками. После того, как низ полностью скалю булавками, штору еще раз повешу на карниз, посмотрю, устраивает ли меня высота. Если все устраивает, тогда вот этот край загибаю вовнутрь на 1 сантиметр. Скалываю булавками. И вот здесь по краю прокладываю строчку. Вот так вот сшила низ шторы. Далее буду сшивать боковые стороны. Край шторы прикладываю к краю тесьмы. Вот так вот загибая. И потом еще раз загибаю. Верх шторы плотный, булавками здесь сколоть тяжело, поэтому я буду фиксировать прищепками. И так до самого низа делаю двойную подгибку, скалываю булавками, после сшиваю. На второй боковой стороне делаю то же самое. И штора готова.
Перед тем, как ее вешать, ее нужно будет хорошо проутюжить. Особое внимание уделять всем швам. Вешать штору нужно будет вот так вот, складывая ее в гармошку. Вот этот край будет возле стены.